Путешествия по Вселенной у нас всегда получаются яркими и удивительными. А в этот раз предлагаем получить еще больше драйва. Отправимся намного дальше, чем обычно, в невероятные, пока не освоенные космическими первопроходцами места. Другие вселенные. Что может быть круче? Там может оказаться то, чего мы никогда не видели, но очень мечтали посмотреть. Или жутко боялись. И вот наше воплощение своих самых безумных страхов. А может, попадем в своего рода зазеркалье, где все до боли знакомое и одновременно непонятное, чужое. Мы даже рискуем там увидеть самих себя. Второй, третий, 100-й экземпляр, размноженные как на ксероксе. Психологи говорят, что встреча лишь с одним своим клоном способна оказаться огромной радостью или смертельным ментальным ударом. Однако нам, бывалым путешественникам, такое приключение вполне по силам. Мы проберемся по дебрям чужих мирозданий, куда даже теоретически не проложена дорога. Но ученые уже видят отдельные тропинки к цели. Куда они нас приведут? Космологи называют мультивселенной гипотетический набор многочисленных реальностей. Каждая включает все, что существует: пространство, время, материю, энергию, информацию, физические законы, которые их описывают. Концепции таких вселенных обсуждались на протяжении всей истории цивилизации. Есть ли у нашего мироздания соседи, давно интересует не только космологов, но и физиков, философов, литераторов. По некоторым данным, идею о бесконечных мирах впервые высказал греческий философ Анаксимандр в VI веке до нашей эры. Однако ведутся споры о том, говорил ли он о том, что мы сегодня понимаем под термином «мультивселенная». И если да, то существовали ли эти миры одновременно или последовательно? Первыми, кому мы можем определенно приписать концепцию бесчисленных реальностей, являются Левкип и Демокрит, а затем Эпикур и Лукреций. В III веке до нашей эры философ Хрисип тоже предположил, что мир вечно умирает и возрождается, фактически предполагая существование множественных вселенных во времени. В наше время интерес к идее вырос. Особенно о гипотезе заговорили после того, как более 100 лет назад ее предложил знаменитый физик, один из создателей квантовой механики, Эрвин Шрёдингер. В 1990-х годах приобрели популярность художественные произведения, где действия происходят в разных вселенных, особенно параллельных. Многочисленные миры показаны в романах «Дракон» Рэя Брэдбери, «Трансатлантический туннель» Гарри Гаррисона и других. В мультивселенных зачастую действуют и современные супергерои медиафраншизы Marvel, популярных фильмов «Человек-паук» и «Росомаха». Многие компьютерные игры, комиксы посвящены этой теме. Мультивселенная все больше привлекает внимание не только авторов художественных фантазий, но и ученых. Она постоянно фигурирует в научных дискуссиях и статьях. Возникают новые концепции параллельных реальностей. В настоящее время существует множество классификаций мультивселенной. Одну из самых распространенных выдвинул шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тегмарк. В видении ученого мультивселенная является математической структурой и состоит из 4 уровней. Первый включает реальности за пределами космоса, которые могут наблюдать астрономы. Так, по мнению автора классификации, существуют вселенные с похожими или даже идентичными конфигурациями. Уровень 2 представляет миры с другими законами физики. В основу идеи положено инфляционное расширение пространства и времени в нашей Вселенной. Однако на втором уровне некоторые области космоса перестают расширяться, из-за чего симметрия может нарушаться. Так возникают миры с разными свойствами и физическими константами. Третий уровень переплетается с интерпретацией мультимиров в квантовой механике. Там существует множество параллельных реальностей с одинаковыми законами природы, но они находятся в разных состояниях. И, наконец, 4-й уровень назван конечным ансамблем. Ученый считает, что все мироздания одинаково возможны и могут быть описаны разными математическими структурами. Вообразите любую вселенную, даже самую немыслимую. В этой концепции она становится действительностью. В
В свою очередь, физик-теоретик Брайан Грин в 2011 году сформулировал 9 типов мультивселенных: стеганную, инфляционную, бранную, циклическую, ландшафтную, квантовую, голографическую, смоделированную и окончательную. Есть еще теория космологии черных дыр, пузырькового мультимира, вселенных в разных измерениях. Позже мы обязательно побываем в самых интересных мирозданиях, которые для нас приготовили ученые. А пока отметим, что наряду с теоретическими концепциями исследователи ищут им реальные подтверждения. В 2010-х годах ученые проанализировали данные зонда WMAP и заявили о сенсационной находке. По их словам, в сведениях зонда имеются доказательства столкновения нашей Вселенной со своей соседкой в далеком прошлом. К сожалению, это потрясающее предположение в дальнейшем не подтвердилось. Более тщательный анализ данных WMAP и еще более продвинутого спутника Планк не выявил никаких доказательств столкновения миров. Кроме того, не оказалось даже намеков на какое-то гравитационное притяжение других вселенных к нашей. Поиски следов мультимира продолжались, и в 2015 году астрофизики вновь праздновали победу. Ученые решили, что нашли доказательства существования альтернативных реальностей где-то в невероятно далеком прошлом. Отпечатки другого мироздания, по их мнению, появились в нашей Вселенной сразу после Большого взрыва. То есть событие произошло примерно аж 13,77 миллиарда лет назад, откуда взялся странный доисторический след. Исследователи проанализировали спектр космического излучения и обнаружили загадочную аномалию. Она представляет собой сигнал в 4500 раз ярче, чем он должен быть, исходя из числа протонов и электронов очень ранней Вселенной. Этот сигнал — линия излучения, возникшая в результате образования атомов в те времена, больше не соответствует другому миру. Причем соседняя реальность отличается от нашей химическим составом и, возможно, физическими законами. Она соответствует Вселенной соотношением частиц материи к фотонам примерно в 65 раз больше, чем у нас. Не исключено, что сигнал возник, когда параллельная Вселенная сбросила некоторые из своих частиц материи в нашу. Правда, существует 30% вероятность того, что загадочные позывные являются лишь шумом, некими космическими помехами. Так можно допустить, что аномальное излучение возникает вследствие искривления входящего света от далеких галактик. Искажать картину могут и облака пыли, окружающих Млечный Путь. Да, пока даже с косвенными доказательствами существования мультивселенной мало что сдвинулось с мертвой точки. Те наметки, которые возникают, еще требуют весомого подтверждения. Неудивительно, что в научном мире многие скептически относятся к теории мультивселенной. Космолог Пол Дэвис выдвинул ряд аргументов в пользу того, что все гипотезы параллельных миров ненаучны. Главный вопрос – как можно проверить существование других вселенных? Конечно, есть области Вселенной, куда не способны заглянуть современные телескопы. Что там находится, действительно большая загадка. Но это все не подтверждает и не исключает существование бесконечного количества миров. По мере развития теории мультивселенной все больше приходится принимать их опасения на веру, и все меньше возможностей предоставляется для научной проверки гипотез. Иногда их изложение напоминает теологические труды. Теория других реальностей может быть прикрыта научным языком, но по сути она требует той же степени веры. Исследователь Джордж Эллипс тоже выступил с критикой мультивселенной. Ученый не считает это традиционной научной теорией. Если мультивселенная и существует, она расположена где-то далеко за пределами космологического горизонта, и вряд ли когда-нибудь будут найдены прямые доказательства того, что есть и другие мироздания, кроме нашего. Кроме того, в большинстве теорий вселенные полностью разобщены. Ничто из того, что происходит в любой из них, не связано с событиями в любой другой. Мы не можем ничего теоретически описать, и тем более проверить наблюдениями за пределами нашей Вселенной. Чужие реальности никак не взаимодействуют с доступным нам пространством, временем, материей и энергией.
это отсутствие какой-либо причинно-следственной связи исключают любые доказательства существования параллельных миров, даже если они где-то есть. К тому же в последние годы появилось много научных исследований, результаты которых противоречат известным нам законам физики. В медиа эти истории быстро приписывают к открытию параллельных миров, однако ученые не спешат разбрасываться подобными заявлениями. Аномалии нашей Вселенной не добавляют очков в пользу мультимира. Попытки проверить существование соседей по Вселенной тоже ничего не приносят. Это, по мнению критиков, ставит вопрос о существовании параллельных миров все под большее сомнение. Одно из самых известных подобных исследований касалось экспериментов с антарктической импульсной переходной антенной «Анита» для излучения нейтрино, космических частиц сверхвысокой энергии. Невероятная частица не имеет электрического заряда, практически не взаимодействует с любой материей и может менять свои характеристики. Исследователи высказали версию, что нейтрино является зеркальным отражением наших частиц в других мирозданиях. Их пока не нашли, но в этом могут помочь современные детекторы. Поймать частицы в нас решили с помощью радиоантенн «Анита». Их закрепили на гелиевом аэростате, который поднялся на высоту около 37 километров. Оттуда приборы наблюдали за взаимодействием космического излучения в радиодиапазоне с антарктическим ледяным покровом. Участник миссии, физик Питер Горхам, считает Антарктиду идеальным местом для подобных поисков. Лед обладает удивительным свойством почти полностью пропускать радиоволны. Это позволяет смотреть сквозь него на несколько километров. В результате наблюдения ученые засекли один из 3 видов нейтрино – тау-нейтрино, которое может лежать в основе так называемой зеркальной или темной материи. Однако выяснилось, что тау-нейтрино исходит из внутренней части Земли, а не из космоса. Так что зеркальная материя и даже зеркальная Вселенная теоретически все еще могут быть реальными, только тау-нейтрино здесь ни при чем. Сейчас физики пытаются засечь следы темной материи и антиматерии. Таинственные вещества могут представлять множество невидимых нам частиц, образующихся в результате распада нейтринов. Кто знает, возможно, на этот раз ученых ждет удача, и они вычленят из этой смеси пришельцев из параллельных миров. Какими они будут? Посмотрим на те картины, которые рисуют гипотезы ученых. Сначала отправимся в пузырьковую мультивселенную, поскольку ее чаще всего упоминают космологи. Она предстанет перед нами в виде пузырящейся морской пены. Каждый пузырек в ней отдельная вселенная, и наше мироздание лишь один из них. Вселенных может оказаться бесконечное количество, причем полностью обособленных друг от друга. В них будут действовать собственные законы физики, плавать в пространстве звезды, галактики, черные дыры. На эту идею космологов натолкнула космическая инфляция. По мнению исследователей, процесс на разных участках пространства совсем не однороден. Вполне вероятно, в некий момент инфляция где-то завершилась, а где-то она продолжается до сих пор, рождая новые пузырьковые вселенные. Чтобы лучше понять, как это работает, можно представить все сущее как кастрюлю с закипающей водой. Избыток энергии в ней приводит к бурлению, флуктуациям в пространстве времени. В итоге образуются пузыри, новые вселенные. Если они получаются маленькими, то быстро схлопываются, а их энергия используется для рождения новых миров. Но если пузыри вселенных прочные, то они растут и расширяются, пока не взорвутся. Энергия, которая образуется после этого, тоже приведет к образованию новых реальностей. То есть гипотеза мультивселенной перекликается с теорией Большого взрыва, с которого началось наше мироздание. Такие взрывы происходят постоянно, когда лопаются пузырьки многочисленных реальностей и служат стартом для появления новых миров. Сейчас ученые пытаются найти весомые доказательства своей гипотезе. Например, если соседний пузырек мультивселенной когда-то в прошлом оказался рядом с нашим, оба могли столкнуться между собой. Тогда после катастрофы наш мир получил заметный отпечаток. Этот может проявиться в странных свойствах галактик, которые находились на месте происшествия, или в искажениях космического микроволнового фона.
Поскольку каждая Вселенная возникает собственными законами физики, набором частиц, расположением главных сил природы, это трудно объяснить с точки зрения нашей науки. Примером подобных загадок могут служить темная материя и космологическая постоянная, плотность энергии вакуума, с которой во многом не может разобраться наука. В целом же картины пузырьковой мультивселенной ученые рисуют по-разному. В своей последней работе знаменитый астрофизик Стивен Хокинг заявил, что модель бесконечной инфляции является неверной. По мнению ученого, у космоса есть четкие границы, размеры и структура. Хокинг утверждал, что мирозданий также не может быть невероятно много. Скорее всего, их несколько, и все похожи между собой. Но пока большинство космологов склоняются к версии, что пузырьков в мультивселенной столько, что не счесть. Пожалуй, самым захватывающим в этой гипотезе для нас станет вероятность встретить своего двойника. Поскольку существует бесконечное количество реальностей, среди них будут точные повторения вас и ваших действий, происходящих одновременно в разных мирах. А вот физики из Копенгагенского университета космическую инфляцию видят как сюжет для сценария в стиле хоррора. И знаете, что выступает в роли чего-то типа абсолютного зла? Наша Вселенная. По мнению ученых, она регулярно сталкивается с новорожденными пузырьковыми реальностями, а затем их проглатывает. Именно такая подпитка позволяет космосу постоянно расширяться, наращивая скорость. Подобные выводы ученые сделали на основе своей математической модели. Согласно исследованию, процесс слияния с другими вселенными увеличивает объем нашей. Это может восприниматься современными научными инструментами как расширение. Сюжет с поглощением соседа предполагает, что наше мироздание будет существовать практически вечно. Ему хватит неисчислимых новорожденных вселенных для постоянной подпитки. Жутко, конечно, хотя хочется видеть свой мир бессмертным. Но какие шансы того, что эта гипотеза верна? Космологи не отрицают, что в идее есть своя логика. И все же пока в ней слишком много пробелов. В частности, непонятно, как происходят страшные обеды вселенных каннибалов. А главное, хотелось бы знать, не грозит ли нашему мирозданию опасность стать добычей для хищника покрупнее. Но может не пузырьки пены, которые поглощают друг друга, а нечто маленькое, практически невидимое, больше прояснит этот вопрос. Есть гипотеза, что наше мироздание представляет собой звено в квантовой мультивселенной. Звучит как научная фантастика, но только на первый взгляд. Концепция пустила глубокие корни в современной физике, все больше становясь темой новых исследований. В мире, который представили нам авторы идеи, мы увидим. Думаете, что-то очень непохожее на предыдущую картину? Нет. Это тоже нечто вроде пены из бесконечного числа пузырей. Каждый представляет собой отдельную вселенную с собственными законами физики. А в отличие от предыдущей модели, квантовая видит существование всех этих вселенных одновременно в одной точке пространства-времени. Пройдите несколько шагов, и вы в другом мироздании. По некоторым расчетам оно должно находиться в 100-150 метрах от вас. На самом деле, при короткой прогулке в любую сторону вы, конечно, не попадете в другую чудесную реальность. Так где же она? Ответ непрост. В основном загадка кроется в самой природе квантовой механики. Ее объекты могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока мы их не наблюдаем. Этот принцип называется суперпозицией. В квантовой мультивселенной каждая возможная история и будущее реализуются в своей собственной ветви реальности. Но как только мы проводим измерения, то наблюдаем только один из возможных исходов. Причем даже не можем предсказать, какой именно. Одним из самых известных примеров этой дилеммы является воображаемый эксперимент с котом Шрёдингера. В нем объясняется, как квантовые эффекты выглядят на микроуровне. Состояние кота в коробке, живой или мертвый, остается неопределенным, пока наблюдатель не откроет крышку и не создаст реальность. Однако физика до сих пор не имеет ответа, как именно происходит этот процесс. Одной из идей является то, что в мультивселенной оба состояния кота существуют одновременно, разветвляясь в параллельные реальности.
Недавно исследователи из Автономного университета Барселоны предложили новый подход к проблеме доказательства теории квантовых мультивселенных. Моделируя взаимодействие таких объектов на компьютере, ученые показали, что даже в рамках квантовой мультивселенной наш мир неизбежно эволюционирует в классический, то есть такой, каким мы его наблюдаем. Странное поведение объектов в квантовом мире мы не видим в нашей повседневной жизни, но новое моделирование физиков набрасывает примерный сценарий. Его суть в том, что мультивселенная состоит из множества параллельных реальностей. Эта интерпретация рассеивает квантовую нечеткость, то есть все возможности становятся реальны, но в отдельных мирах, и один из них наш с классической физикой. Это позволяет квантовым объектам помнить свое прошлое. Физики использовали математическую модель, чтобы оценить, как часто мультивселенная может предоставлять такие разумные, недвусмысленные истории. Оказалось, что происходит быстро и почти каждый раз. То есть наша реальность, похоже, совместима с квантовой мультивселенной. По сути, каждое взаимодействие на каком-то уровне является квантовым. Человек постоянно расщепляется в тот момент на множество собственных копий. Мы делаем это с каждым своим выбором, движением и действием. Такой себе вечный вселенский ксерокс. Вы запускаете его даже сейчас, во время просмотра этого видео. Ваш выбор лайкнуть ролик, поставить его на паузу или на большую скорость уже означает фрагментирование реальностей. Сложность квантовой мультивселенной в том, что она невообразимо огромная. Ведь не только сознательное решение приводит к появлению копий, но и каждое квантовое взаимодействие. Кроме того, ни одна из этих теорий не объясняют, как на самом деле происходит разделение реальностей. Неизвестно также, почему люди не могут такие события наблюдать. Остается вопрос, как вселенные знают, какое расширение производить при каждом квантовом воздействии. Но в космосе, возможно, есть такие себе наводчики на квантовый мультимир – черные дыры. Своей безумной гравитацией монстры легко разрывают звезды и вообще заглатывают всю материю на своем пути. Ученые предположили, что наряду с такими обычными существуют особые виды черных дыр. Они могли возникнуть в результате проникновения в нашу Вселенную пузырей из чужой путем квантового туннелирования. Так называется процесс, когда частицы преодолевают барьеры выше, чем позволяет их энергия. Как все происходит на уровне микромира? Представьте, что бильярдный шарик катится по некой равнине, а затем оказывается перед холмом. С точки зрения классической механики необходимо узнать энергию катящегося шарика и сравнить ее с той, которая останется у него на вершине холма. Если силы недостаточно, то шарик не сможет перекатиться через холм, а у квантовой частицы есть шанс преодолеть препятствие. Это, конечно, очень примерное сравнение. На самом деле в квантовой физике все частицы одновременно являются и волнами. Они не локализованы в пространстве с абсолютной точностью, а распространены в некоторой области. Иными словами, если гипотетический шарик квантовый, то есть вероятность обнаружить его и внутри холма, и за ним. Предполагается, что в некоторых случаях квантовое туннелирование оставляет после себя пузыри в нашей Вселенной. Они превращаются в черные дыры, которые, возможно, существуют по сей день. Небесных монстров многие ученые вообще подозревают в крепких связях с другими мирами. Есть даже наука о космологии черных дыр. Это модель, в которой наблюдаемая Вселенная является внутренней частью черной дыры. Такая себе необъятная матрешка. По этой теории получается, что наш с вами полный космический адрес тоже включает дыру, внутри которой мы живем. Впрочем, менять адрес рано. Пока нельзя напрямую подтвердить или оспорить такую версию. Невозможно заглянуть внутрь черной дыры. Но давайте предположим, что один отважный любитель приключений решится на подобный шаг. Тогда ему сначала предстоит пробраться сквозь аккреционный диск дыры. Эта область светящегося газа вращается со скоростью света и невероятно разогрета трением материи, поглощаемой дырой. Она мгновенно испепелит любопытного исследователя. Хотя, по одной из версий, у электрически заряженных монстров квантовый туман охлаждает аккреционный диск.
Эту область в заряженных дырах исследователю, вероятно, удастся миновать, не изжарившись и не разлетевшись на атомы. Но тогда при падении в маленькую дыру он, скорее всего, будет уничтожен ее мощной гравитацией. А вот в огромном монстре, по мнению ученых, гравитация кажется слабой. Возможно, во внутренностях гиганта наш искатель приключений действительно увидит целую Вселенную, но мы об этом никогда не узнаем. Черные дыры обладают огромной массой и гравитацией. Они не выпускают никакую материю из своих цепких объятий. Так что пока ученые могут лишь строить предположения о начинке черных дыр с помощью расчетов и гипотез. Долгое время они считали, что внутри космических монстров ничего нет. Ну разве только пыль и останки еще не переваренных звезд, планет, галактик. Однако недавно космологи решили, что внутри электрически заряженных вращающихся черных дыр все не так однозначно. При определенных условиях в них могут существовать фотоны, другие частицы, а возможно и большие небесные тела. Даже планеты способны вращаться в их чреве. Это навело ученых на мысль, что в сверхпроводящей черной дыре пространство растягивается и деформируется, совсем как в нашей расширяющейся Вселенной. И, возможно, это не единственное совпадение. Доктор Никодем Поплавский из Университета штата Коннектикут решил поискать другие аналогии между черными дырами и нашим мирозданием. Согласно стандартной модели, Вселенная родилась в результате большого взрыва из сингулярности. Она представляет собой неделимую точку, в которой не работают известные нам законы физики. Но неизвестно, откуда взялась эта точка с невообразимым количеством энергии. Существует мнение, что в центре дыр тоже расположена сингулярность, в которой максимально спрессована поглощенная материя. Эту точку ученый сравнил с семенем. По его теории, подобное семя в триллионы раз меньше любой из известных нам частиц. Но оно делимо. Когда материя сжимается до критических размеров, семя лопается. Из его содержимого во все стороны разлетаются частицы. Из них формируются звезды, планеты, галактики. Из такого семени 13,77 миллиарда лет назад в черной дыре родилось наше мироздание. Так что сейчас мы находимся в черной дыре другой, более огромной Вселенной. А внутри монстров нашей реальности тем временем возникают новые миры. Если отважный искатель приключений достигнет цели, возможно, окажется в одной из таких вселенных. Или туда попадут его разрозненные частицы. Тем временем Поплавский развернул свою теорию еще в одну сторону. Он предположил, что вселенные после рождения не остаются в черных дырах. Монстр взращивает и выталкивает из себя вселенную, при этом сохраняя связь между своим и новым миром. Примерно как общий корень, соединяющий два дерева. Черную дыру и новую вселенную связывают кротовая нора. Это отверстие возникает на дне монстра из-за давления вращающегося семени сингулярности. Когда это семя лопается, его энергия и материя выстреливают в червоточину. По ту сторону черной дыры образуется белая дыра, новая вселенная, а кротовая нора как туннель соединяет монстра с возникшим миром. Согласно расчетам Поплавского, в белых дырах должно наблюдаться постоянное расширение, такое же, как в нашей Вселенной. Это говорит в пользу его версии о появлении обычного нам мира из гигантской дыры во Вселенной, прародительницы. А монстры нашей Вселенной, в свою очередь, вынашивают семена дочерних миров. Но что случилось бы с нашим искателем приключений при таком развитии событий? Трудно сказать, смог бы ли он живым попасть в белую дыру. Однако назад ему точно дороги нет. По мнению большинства космологов, билет из белой дыры природа не выдает. И мы никогда не узнаем от первопроходца, что находится в черной дыре. Однако Никодем Поплавский предлагает теоретические и опытные доказательства своей гипотезы. Он продемонстрировал процесс возникновения Вселенной в черной дыре на простом примере с двумя пластиковыми бутылками. Одна из них наполнена жидкостью, а другая пустая. В пробках обеих проделаны отверстия.
Ученый поставил полную бутылку на пустую, пробка к пробке. Жидкость в верхней емкости стала закручиваться в воронку и выливаться в нижнюю, расширяясь на всю бутылку. Примерно как черная дыра заполняет материей и энергией пространство белой дыры через кротовую нору. Ученый привел и более научно обоснованное доказательство. Оно связано с известным фактором вращения всех галактик, звезд, черных дыр, планет в нашей Вселенной. Подобное явление должно происходить и в правселенной. Значит, наше космическое пространство сохранит параметры вращения черной дыры, из которой оно появилось. Там, как известно ученым, все движется по спирали. Выходит, часть галактик должна быть закручена влево, а противоположная часть вправо. Такое развитие событий действительно подтверждает наблюдения ученых Университета штата Мичиган. Они исследовали более чем 15 тысяч галактик. Оказалось, что в одной части Вселенной большинство их крутится влево, зато в другой части преобладает правостороннее движение. Теории вселенных в разных измерениях связаны не только с черными дырами. Вот как это объясняется математически. Если в двумерном пространстве на плоскости могут находиться параллельные прямые, то в трехмерном – параллельные прямые и плоскости. Тогда естественно, что в четырехмерном и больших измерениях способны существовать параллельные трехмерные пространства. Они не пересекающиеся, но при этом, возможно, расположены совсем рядом друг с другом. Мы по каким-то причинам не можем воспринимать высшие пространственные измерения. Тем не менее, ученые уже выяснили многие запредельные возможности 4D мира, как он выглядит и что в нем происходит. Выбирая в кинотеатре фильм с пометкой 3D, мы точно знаем, что с помощью специальных очков увидим объемную картинку. А вот 4D-проекцию в кинотеатрах не демонстрируют. Но можно построить ее математическую модель с помощью трехмерного куба. Для этого из каждой вершины фигуры проведем прямые одномерные линии с направленной в направлении новой оси, которую можно выбрать произвольно и сделать под любым углом. Затем, соединив точки, получим двухмерные квадраты, а в целом новая фигура окажется четырехмерным кубом или тессерактом. В дальнейшем, продолжив прокладывать прямые линии и квадраты по новым осям, можно создать модели более высоких измерений. Согласитесь, что нарисовать 4D или 5D математическую фигуру довольно просто. Но вот разглядеть вживую области высших измерений никто не может. Так, обитатели одномерного мира увидели бы вместо двухмерных созданий неясные линии, а жители двухмерной Вселенной – поперечное сечение пришельцев из третьего измерения. Для примера давайте отправимся в 2D-вселенную. Вы не сможете подать руку в знак приветствия ее жителям, и вообще поздороваться с ними или пообщаться не получится. Обитатели этого мира заметят лишь плоскую, очень странную нарезку наших тел. Сначала мы появимся в виде двух отпечатков стоп, потом перерастает в два круга от ног. По мере нашего прохождения через плоскую Вселенную эти круги будут расти, соединившись в овал. Вскоре появятся маленькие кружочки от отпечатков пальцев, постепенно превращаясь в два круга от кистей и рук. Потом все сольется в одно большое сечение плеч. После этого, по мере появления шеи, картинка сузится и, наконец, опять подрастет при прохождении через плоскость головы. Так что для жителей этого мира мы практически останемся невидимками, зато многое сможем с ними натворить. Нам не составит труда попасть внутрь двухмерного пространства, не разрезая его, и двигать внутренности как кусочки аппликации по листу бумаги. Можно вывернуть наизнанку желудок или передвинуть влево и вправо сердце, легкие и почки. Либо вообще выдернуть 2D-существо из его мира и куда-нибудь переместить. Примерно по такому же сценарию все будет происходить, если обитатели 4D-вселенной попадут в нашу. Когда высшие существа решат прогуляться по Земле, то, возможно, мы увидим лишь некую странную кучу сгустков кожи. Сами же пришельцы могут сколько угодно рассматривать нашу планету и проводить эксперименты с ее обитателями. При желании они легко, не пролив капли крови, полезут в наше тело и вырвут внутренности.
или вообще забросят нас куда-нибудь подальше от Вселенной. А мы, оказавшись в каком-то невероятно странном месте, даже не поймем, что к чему. Совсем другое дело, если однажды мы каким-то образом сможем стать полноправными жителями 4D мира. Вот тогда можно будет оторваться по полной. Например, бесконечное число раз телепортироваться из одного места в другое, меняя Вселенные как перчатки. Сейчас это кажется фантастикой, но, возможно, когда-нибудь мы на самом деле сможем проделывать такие немыслимые штуки. Согласно общей теории относительности, в прошлом наша Вселенная имела больше измерений. По мнению некоторых ученых, при определенном стечении обстоятельств есть шанс однажды вернуть их вновь. На первый взгляд это будет очень круто, поскольку высшие измерения дают мегавозможности, но исследователи предупреждают об очень странных и, возможно, катастрофических изменениях, которые подстерегают нас при переходе в 4D. В одной из моделей четвертое измерение, как вихрь, разметает гравитацию, электромагнетизм, ядерные и другие фундаментальные силы. Физики утверждают, что по привычной схеме эти силы действуют только в нашей 3D-вселенной. Возьмем атомы или их ядра. Они представляют собой строительные кирпичики всей материи. Из них состоят наши тела, да и другие объекты Вселенной. В высоких измерениях эти жизненно важные микрочастицы получат больше пространства для маневра, и связи между ними ослабнут. В результате ферменты нашего организма потеряют активность. Белки изменят форму, а ДНК перестанет кодироваться в молекулах. Это означает, что тела людей рассыпятся в прах, и от человечества не останется даже следа. Правда, есть и другие модели, разработанные в рамках теории струн. Они показали, что столь глобальной катастрофе при переходе в 4D может не произойти. Электромагнитные и ядерные силы останутся в пределах 3 измерений. Только гравитация начнет кровоточить в 4-е. От потери такой условной крови сила тяжести ослабеет, и это перевернет весь мир. Например, астероиды, которые в космосе вцепились вместе, разлетятся, а кометы, приближаясь к Солнцу, быстрее испарятся. Но в конце своей жизни они успеют на какое-то время украсить себя феерически красивыми хвостами. Да и 4D-люди станут совсем другими. Мы сможем двигаться не только вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад, но и еще в одном направлении. А из-за снижения силы тяжести начнем прыгать на километры вперед. Не хуже популярного супергероя фильмов и комиксов Халка. Сама планета тоже превратится в такого себе мутанта. Периодическая система Менделеева растянется в направлении слева направо и станет короче снизу вверх. Каждый элемент после гелия обретет странные свойства. Так 4D-магний окажется благородным газом, а не металлом. К тому же Земля увеличится в размере, особенно в районе экватора. От этого повысится риск, что в один прекрасный момент тебя снесет с поверхности планеты прямо в космос. В прозрачном многомерном мультимире даже свет и гром окажутся другими. Многие физики считают, что свет является родным только для нечетных измерений – 3, 4 и 5. С 1 и 2 его вообще не существует, а в 4 он поведет себя очень странно. Невероятно долго станет светить любой огонек, особенно дальний, как если бы что-то отражало яркий свет от Луны. Подобное произойдет и со звуком. Его волны не будут распространяться по воздуху, они сдвинутся назад на себя, подобно ряби на поверхности воды. Так, запустив фейерверк, в нашем мире мы лишь мгновение видим и слышим взрыв. В 4-мерном мире салют будет звучать как затяжной гром и полыхать очень долго, подобно пожару. Есть мнение, что орбиты небесных тел тоже устойчивы лишь в 2 и 3D. Во всех других измерениях они окажутся спиралевидными либо разлетающимися. Во втором варианте Земля после перехода в 4D отдалится от Солнца и станет более холодной. Если же дополнительное измерение достигнет размеров состояния от Земли до Солнца, то и это преимущество быстро потеряет смысл. По некоторым моделям от утечки гравитации все небесные тела в нашей звездной системе лишатся связи друг с другом и внутри себя. Солнечная система полностью развалится всего за 100 лет. Так что лучше нам посмотреть на Вселенные высоких измерений издали, оставаясь в своей.
Тем временем не менее удивительную гипотезу выдвинули ученые из Института теоретической физики «Периметр». Они считают, что наша Вселенная является аккреционным диском черной дыры высшего четвертого измерения. Мы, как известно, существуем в трехмерном пространстве, а вот газовые аккреционные диски наших космических монстров считаются двумерными. Так что мешает Вселенной оказаться трехмерным диском четырехмерной дыры? Ученые предположили, что огромная звезда из 4D пространства в результате взрыва превратилась в четырехмерную черную дыру. Соответственно, аккреционный диск монстра оказался трехмерным. В него попала материя, которую после вспышки не поглотила черная дыра. Нечто подобное происходит при взрывах сверхновых, которые сбрасывают свои оболочки по окружающему пространству. Наша Вселенная по данной гипотезе и есть этот трехмерный аккреционный диск четырехмерной черной дыры. В свою очередь, в двумерных дисках дыр нашего мира могут скрываться 2D-миры. Мы уже выяснили, что не можем увидеть четырехмерный мир, а в нем родительскую черную дыру. Однако исследователи надеются проверить свою теорию с помощью новой модели Вселенной. Гравитационное воздействие 4D-пространства, по их мнению, должно вызвать колебания реликтового излучения. Сейчас наука позволяет выявить спектр этого излучения и его изменения. По таким колебаниям команда исследователей надеется установить вероятность существования четырехмерной Вселенной. Для проверки своих теорий космологи также строят голографические 3D и другие модели дыр. Нам же будет особо интересен здесь один аспект – как найти дверь в параллельный мир или хотя бы маленькую форточку, куда можно заглянуть. Возможно ли такое? Некий таинственный темный поток, по мнению некоторых ученых, способен домчать нас на своих волнах в чужое мироздание. Давайте посмотрим, как развернутся события по такому удивительному сценарию. Для этого сначала подробнее выясним, куда движется по вселенским дорогам наш большой космический дом. Млечный Путь, по подсчетам астрономов, мчится по небу со скоростью около 600 км в секунду. Это намного быстрее, чем в модели разлета галактик под действием расширения Вселенной. С развитием рентгеновской и радиоастрономии ученые получили возможность больше узнать о данном парадоксе. Оказалось, что Млечный Путь и соседняя Андромеда движутся к центру местной группы галактик, которая находится в сверхскоплении Дева. Все вместе они летят в центр сверхскопления Ланиакея. Зоной притяжения в середине этого мегакластера выступает Великий Аттрактор – область скопления огромной массы и гравитации. Подсчитано, что его диаметр составляет около 300 миллионов световых лет. Затем ученые нашли гораздо большую аномалию – суперкластер Норма. Она в 10, а может даже в 20 раз массивнее Великого Аттрактора. Именно Норма, вероятно, с огромной силой притягивает к себе нашу галактику. Млечный Путь, который в сотни раз легче этого объекта, словно пылинка, летит в смертельное объятие гигантского суперкластера. И все же масса Великого Аттрактора и Нормы, по всем оценкам, недостаточно велика для притяжения местных скоплений галактик. Но что тогда влечет их в центр Ланиакеи? Ученые начали искать там структуру с более мощной гравитацией и вскоре добились успеха. Им удалось выявить грандиозное сверхскопление Шепли, которое состоит аж из 17 скоплений. Гигант находится на расстоянии около 650 миллионов световых лет от Земли. Он имеет невообразимую массу в 10 миллионов миллиардов солнечных. Но и открытие Шепли не прояснило схему притяжения всех скоплений галактик к одному центру. Массы все равно не хватало. Одно из объяснений этого парадокса как раз и связано с гипотетическим темным потоком. Так ученые назвали согласованное движение скоплений галактик к неизвестной массе вне видимости Вселенной. Признаки этого явления среди данных зонда WMAP обнаружили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА. После анализа тысячи галактических кластеров авторы работы заявили, что темный поток простирается на 2,5 миллиарда световых лет. Он устремлен к созвездиям Центавра и Гидры.
Существует мнение, что странный темный поток связан с каким-то иным миром из гипотетической мультивселенной. Предполагается, что наша представляет собой один из многочисленных пузырьков первичного энергетического поля. И темный поток возник в результате гравитационного притяжения этого пузырька к некой невообразимо огромной массе из параллельных мирозданий. В конечном итоге нас затянет в безумный водоворот из различных вселенных. Постепенно наше мироздание полностью в них растворится, а затем в том океане возникнут новые энергетические пузырьки – вселенные. И так до бесконечности. Лишь самый рисковый путешественник нырнет в этот пугающий неизвестностью темный поток. Нас это не остановит, ведь мы накопили огромный опыт космических приключений. Вот только ученые пока не могут подсказать нам прямую дорогу. Теория темного потока на сегодняшний день очень слабо подтверждена. Тем временем спутник WMAP, похоже, нашел еще одну лазейку в чужой мир, или, по крайней мере, нащупал его отпечаток. В 2024 году астрофизики мысленно содрогнулись от холода, которым на них повеяло из созвездия Эридана. Если ледяной ад существует, то он наверняка спрятан где-то там. Измерение реликтового фона показало, что зловещее место отличается необычайно низкой температурой. Что за невероятная аномалия так безумно заморозила пространство? Холод свидетельствует о присутствии огромной пустоты. Проходя через такие регионы, излучение теряет на своем пути энергию, и все вокруг замерзает. Астрономы назвали аномальную область пространства сверхпустотой Эридана, или холодным реликтовым пятном, и оценили его размер в 490 миллионов световых лет. Есть также мнение, что сверхпустота гораздо больше и занимает участок площадью до 2 миллиардов световых лет. Большинство астрономов и космологов считают чрезвычайно маловероятным то, что холодное реликтовое пятно образовалось при создании Вселенной. Это математически трудно объяснить с помощью космологической инфляции. Еще одно исследование дает более приземленное объяснение. Холодная область представляет собой оптическую иллюзию, вызванную отсутствием соседних галактик. Самой захватывающей является версия столкновения сверхпустоты Эридана со своей соседкой из другой вселенной. По этой версии, каждый из миров мультивселенной, как в яичную скорлупу, заключен в свою собственную сверхпустоту. Астроном Том Шенкс допустил, что в один прекрасный день два таких яйца не разрулили небесное движение и столкнулись. В результате образовался супервойд. Внутри него могут до сих пор оставаться некие трещинки в пространстве времени, которые ведут в чужой мир. Для доказательства своей теории Шенкс планирует провести более тщательный анализ космического микроволнового фона. В случае удачи реликтовое холодное пятно может стать первым свидетельством существования мультивселенной. Ну и, конечно, не стоит забывать о червоточинах, маленьких проходах, соединяющих одну вселенную с другой. Пока они известны только теоретически, и физики ведут поиски этих туннелей между мирами. В новом исследовании ученые описывают, как найти червоточины в складках нашей галактики. Чтобы лучше понять их версию, возьмите лист бумаги и сверните его в трубочку. Вот так выглядят эти гипотетические проходы. Но как аналогичным образом вот так поступить с пространством-временем? Для этого нужна экстремальная гравитация, такая как вокруг сверхмассивных черных дыр. В новом исследовании физики из Массачусетского университета придумали метод поиска червоточин вокруг Стрельца А со звездочкой, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Очень близко к монстру астрономы давно наблюдают яркую тусовку более 100 звезд, образующих так называемое S-скопление. У светил разная масса, но все они со спринтерской скоростью мчатся по небу. Ученые считают, что червоточина будет вызывать небольшие колебания орбит этих звездных соседок черной дыры. Правда, по оценке исследователей, современные обсерватории недостаточно чувствительны и не заметят небольшие изменения орбит звезд под влиянием червоточины. Зато новые технологии и более длительные наблюдения сделают это возможным в течение следующих нескольких десятилетий. Впрочем, незначительные изменения в орбите звездных попутчиц Стрельца А со звездочкой
не станут точным доказательством проделок червоточины. Это будет наиболее вероятным объяснением, но и другие неизвестные космические объекты могут воздействовать на орбиты звезд С-скопления. И даже если червоточина когда-нибудь будет обнаружена, она может оказаться недоступной для путешествий. Люди и космические корабли, вероятно, не смогут пройти через нее. Одну из важных проблем составляет размер отверстия между вселенными. Первичные червоточины, как предсказывают ученые, существуют на микроскопических уровнях и не превышают 10-33 сантиметров. В такую дырочку человек проберется только в форме спагетти. Однако по мере расширения Вселенной, возможно, некоторые из червоточин могли растянуться до больших размеров. Другая проблема заключается в стабильности этих прорех между вселенными. Раньше считалось, что все они быстро разрушаются. Но более поздние исследования показали, что червоточина, содержащая экзотическую материю, может долго оставаться открытой и неизменной. Экзотическую материю не следует путать с темной материей или антиматерией. Она содержит отрицательную плотность энергии и высокое отрицательное давление. Пока такое вещество наблюдалось только в определенных вакуумных состояниях квантовых полей. Если бы удалось наполнить червоточину экзотической материей естественного или искусственного происхождения, то было бы круто. Тогда появилась бы возможность наладить между вселенными постоянную связь. Сегодняшние технологии недостаточны для увеличения или стабилизации червоточин, даже если их найти. Тем не менее, ученые продолжают изучать эту концепцию, ведь она открывает перед человечеством удивительные космические перспективы. Так постепенно наша тропинка в иные миры расширяется и когда-то наверняка превратится в надежную широкую дорогу. Человечество на этом пути вполне вероятно ждет невероятный приз. Мы можем встретить в иных мирах не только своих двойников. Не исключено, что какой-то симпатичный инопланетянин выйдет нам навстречу и помашет рукой, лапой, клешней или чем-то еще. Это не важно. Главное, чтобы жест означал приветствие, а не предостережение или угрозу. Одной из причин, почему человечество до сих пор не нашло доказательств существования инопланетян, является их переселение в параллельные вселенные. Так считают астрофизики из Даримского университета в Англии. В поисках братьев по разуму ученые использовали уравнение американского астронома Фрэнка Дрейка. Формула позволяет оценить число развитых цивилизаций в нашей галактике. Оно указывает скорость звездообразования, количество планет, пригодных для жизни, и вероятность возникновения разумной жизни. Английские астрофизики адаптировали это уравнение к условиям мультивселенной. Главное внимание исследователи сосредоточили на темной энергии, загадочной силе, ускоряющей расширение нашего мироздания. Команда обнаружила, что в параллельных вселенных с более оптимальной плотностью темной энергии жизнь могла бы развиться значительно легче. Например, в мирах, где 27% обычной материи превращается в звезды, вероятность появления жизни выше, чем в нашем, где этот показатель составляет 23%. Иными словами, наша Вселенная не самая благоприятная для развития жизни, а вот другие миры могут просто кишеть чужими расами. Передадим мысленно привет всем возможным соседям по Вселенным и заодно нашим двойникам, которые тоже заканчивают просмотр этого видео. С удовольствием когда-то побываем у них в гостях. Ждем, когда ученые откроют портал.